устранили, ушли, уехали, и все. Все. Не сопротивляться. Нет, все-таки пляжный отдых немножко не наше. У нас любви и так хватает, поэтому обойдемся. Она ест либо сама себя, либо какую-то другую змею. На улице реально дубак. Латош, ты как папа? Прибираешься с утра? Блин, он просто огромный. Даже как-то страшно стоять под ним. Вчера встали около бывшей республики Казантип, прямо на берегу моря. Но, честно говоря, как там, во-первых, сильный ветер, во-вторых, песок везде, очень влажно, все, какое-то вот такое ощущение, вот, что все вокруг мокрое. Как-то и мы такие посидели, вспомнили сразу, как у нас в Рязани, в Мещере, на берегу речки, в сосновом лесу, тепло, сухо и хорошо. Ну что, наступила пора завтракать. Да. Сейчас будем спасать клубнику. Почему-то она у нас половина вся попортилась. Вчера купили. Причем купили вчера в двух разных местах. Одна была более мелкая, без проблем вся лежит до сих пор. А вторая вот была крупная. И половину пришлось выбросить. Сейчас сделаем какой-нибудь вкусный завтрак из клубнички. На улице готовить не захотелось. Как-то там сильный ветер, песок. Поэтому готовим внутри машинки. Решили сварить немножко свежего варенья. Выглядит прям очень вкусно. Хлопья, клубничка, молочко прям. Латон, вкусно? Да. Будешь кушать? Бо. Да, люблю. Начинаю монтировать следующую серию. После предварительного отбора осталось 300 файлов с видео, которые нужно превратить в один ролик. Машина тяжелая, и по песку на заднем приводе едет плохо, поэтому включаем полный. Ну что, показать вам, как выглядит сейчас Республика Казантип. Несмотря на очень сильный ветер, решили все-таки поднять дрона. Самим же интересно. С дороги увидели ветряную электростанцию. Для нас, конечно, это непривычно. Дело в том, что, во всяком случае, в ЦФО мы крайне редко это можем увидеть. Блин, он просто огромный. Даже как-то страшно стоять под ним. А сейчас отправились мы на самую западную точку Крыма. Это район мыса Тарханкут, мыс Прибойный. И движемся уже по степной части. Попробуем вам показать немножко. Это те картинки, которые обычно
не ассоциируются совсем с Крымом. Потому что когда люди говорят Крым, в основном у всех рисуется южный берег. Это горы, каменистые пляжи. А здесь сплошные поля, сплошная степь. Ну вот мы и добрались до самой западной точки Крыма. А сейчас находимся в Оленевке. Приехали в платный кемпинг. Мы первый раз в жизни, по-моему, в платном кемпинге, да, Юль? Да. Да. Вот автокемпинг Sunset. Отдали заслуженно, хотя пока еще неизвестно заслуженно. В общем, отдали мы 500 рублей, 100 рублей за машину и по 200 рублей с человека. Ну, соответственно, денек постоим здесь и попробуем вам рассказать об этом. Многие говорят, что это прям вообще лучшее место Крыма, лучший кемпинг, лучший пляж. Он еще, по-моему, как называется, Майами. Ну что ж, посмотрим. А мы тем временем решили записать небольшой ролик о том, как мы раскладываем лагерь. Интересно, сколько у нас это займет времени? Специально спешить не буду. Ну вот, в принципе, и все. Сколько на это ушло времени? Может быть, минут 5? Это вот туалет. И здесь еще горячий платный душ. Бесплатный душ входит летний, он около ресепшена. Знаете, нужно будет узнать, можно ли просто, например, заехать и принять душ или сходить в туалет на будущее в подобных местах. Ну, здесь вообще довольно прилично. Чистенько. Посуду и ноги не мыть. Не будем тогда, хорошо. Такой вот пляжик. Народу пока не очень много, как в принципе и в кемпинге. Сильный ветер, штормит. Юлька решила помочить ножки. И лишь детям не важны условия, и они лезут в воду. В путешествии во Владивосток подсмотрели у ребят, как они готовят булгур. Тоже попробовали, нам понравилось. Теперь в поездках тоже готовим. Не горячий? Нет. Платошка, ты съел свою порцию и в папину полез? Нет. Ты обжорка. Ну вот не зря взяли с собой беговел. Платошка за 3 недельки научился на нем кататься. Дома даже держать его не получалось. Юлька решила, что ей плевать на холод, и она пойдет купаться. Да-да, вот она кофту снимает. На улице реально дубак. Я тебя вылавливать не буду. Платон в свитере. Что? Дороги назад нет. Вот такая вот у меня смелая супруга. Юль, память на телефоне кончается. Давай ныряй. Да. 100 рублей стоит горячий душ. Итого мы уже отдали 700 рублей. Мне кажется, за эти деньги можно было бы снять квартирку. Да? Все совсем. И можно было сколько угодно раз принимать душ.
Ну, вот такая вот душевая. Как тебе, Юль? Ну, неплохо, нормально. За 100 рублей-то, за раз. За человека. Пока жарила блинчики, пропустила закат, который нам тут показывали на пляже. Ну, надеюсь, блинчики получатся вкусные. Ну, как блинчик, Платон? Вкусно? Да. С клубничкой вообще восхитительно. Что, не зря мы с Платоном сегодня клубничное варенье сварили? Да, вы молодцы. Матин. Макаешь? Да. Давай. Идем. 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 Это... Платош, ты как папа? Прибираешься с утра? Да. Молодец. Я... А то грязно, да? Сегодня ветер стих, море довольно спокойное. Юлька с Платоном уже на море тусят. А мы решили, что в обед Платон поспит, и мы отправимся дальше. Хотим прокатиться по побережью. Практически все западное побережье Крыма в районе мыса Тарханкут – это национальный парк, а соответственно особо охраняемая природная территория. Попробуем сейчас позвонить в национальный парк и узнать, как мы можем его посетить, можем ли передвигаться на машине, можем ли где-то остановиться или нет. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Кирилл, мы вот с семьей путешествуем на машине. Сейчас находимся в кемпинге в Оленевке. И думали как раз посетить, там, прокатиться, прогуляться по вот национальному парку. Потому что, я так понимаю, здесь ну, практически вся территория как раз национального парка. Так. Как вообще это возможно? Что можно, что нельзя? Можно ли где-то останавливаться или как это? Ну, смотрите, в принципе, что нельзя? Ну, мусорить это само собой нельзя. Значит, передвижение только по дорогам. Вообще должны быть там указатели стоят, где начинается природный парк, там стоят указатели. То есть дальше вы уже едете по природному парку. По траве съезжать с дороги нельзя, то есть запрещено. Ну, а все остальное, в принципе, разжигать открытый огонь тоже запрещено. Значит, места, где временные остановки, тоже указано там на Отлеши, если вы поедете на скалы. Угу. Там места временной остановки для транспорта тоже знаки стоят, огорожено. Места установки палаток тоже стоят знаки, то есть там, где стоят знаки, там можно останавливаться и палатку ставить. Понятно, то есть там можно съехать с дороги, да, в этом месте и там заночевать. Да, там, где стоят знаки, ну, на Отлеше, в основном на Отлеше, там, на чаше любви в том районе. Все, понятно. А так, в принципе, как и везде, мусорить нельзя, там, огонь открытый разжигать нельзя, по траве ездить, то есть езжать с дороги нельзя. Ну, доступ свободен, бесплатно, пожалуйста, спокойно проезжаете, проходите. Все понятно. Купаетесь. Если что, там инспектора есть, они подскажут, они курсируют постоянно, подскажут. Если что-то нарушите и вам сделают замечание, то просьба устранили, ушли, уехали и все. Все. Не сопротивляться. Не, ну понятно, мы тут туристы вроде тоже с ребенком. А еще подскажите, а с домашними животными, вот у нас собака маленькая, таксис. Значит, смотрите, согласно положений на территории, на особо охраняемой природной территории запрещено находиться с охотничьими собаками. А вот, ну смотрите, у нас такса, она, я не знаю, она у нас домашняя, ну как бы мы... В
В Мы... принципе, она охотничья, да, вот вроде как... Ну, та самая, ну да, но она из дома ни разу не выходила, кроме Ну, как... вы же не с целью охоты. Да я думаю, ничего страшного. Никто не сделает вам. Она ж не будет бегать там за птичками, да все это. Не будет гонять гнезда. Нет, нет, мы ее можем на поводке, там, образно говоря, там, к Ну машине. вот поэтому да. С оружием и с охотничьими собаками запрещено. А так, в принципе, допускается. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Все, приезжайте, смотрите, отдыхайте. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну что, довольно мило мы пообщались с сотрудником национального парка. Вроде бы все понятно. Единственный вопрос, конечно, с собакой. С охотничьими нельзя, но как бы такса у нас порода-то охотничья. Ну, она в жизни никогда не охотилась, да и мы не охотники. Поэтому, сотрудник сказал, что в теории можно. Соответственно, поедем, прокатимся, посмотрим, есть ли знаки. И тогда запишем, расскажем. Нет, все-таки пляжный отдых немножко не наше. Позагорали, покупались, отдохнули, и хочется уже сменить пейзаж. Поэтому сейчас сварим наш чудо-борщ из баночки. Платошка поспит, и поедем дальше. Одно из преимуществ кемпинга – возможность помыть биотуалет и пополнить запасы технической воды. 2 часа дня, на улице очень жарко, а у нас в машинке прохладно, и мы пришли на обеденный сон. Спать. В этой поездке, кстати, мы Платошку по возможности на обеденный сон стараемся укладывать спать в машине. Видно, что он уже подрос, и в кресле ему не так удобно и комфортно спать, как, например, было прошлым летом. Кирилл, скоро там следующая часть видео. Работаю над этим. Ну что, нам осталось лишь одно – изведать бесплатный летний душ. Кемпинг в Оленевке оставил какое-то двоякое впечатление. С одной стороны, вроде и туалеты чистые, есть горячий душ, хоть и за дополнительные деньги, и располагается на берегу моря, но что-то не то. Цены – это очень относительное понятие, поэтому дорого или дешево здесь каждый для себя решает сам. А я, пожалуй, просто перечислю, что нам не понравилось здесь. Ну, во-первых, мы не увидели какой-то сказочной природы. Сам кемпинг располагается на пыльной площадке без зелени, по которой по 10 раз в день носится местный обслуживающий персонал на раритетной вазовской классике, поднимая столбы пыли. Вместо домиков стоят явно сильно бэушные трейлеры, уже вросшие в землю с пристроенными верандами. Наверное, это дешевле, чем строить небольшие домики, но эстетики месту не придает. В общем, складывается какое-то впечатление, что сделано это все без любви к своему делу. Переночевать и помыться, да, окей, для этого подойдет. А вот затусить здесь на несколько дней, ну, это не для нас. Ну что, покинули мы кемпинг Sunset, Майами. А сейчас направляемся в национальный парк Тарханкутский. Немножко по нему покатаемся, попробуем найти стоянку, где можно заночевать. Ну вот мы подъехали к первому знаку. Ну и смотрите, вот 2 места есть, где, по идее, написано даже автокемпинг. То есть, по сути, с машинами можно встать. Поедем, проверим. Обратите внимание на яркий предупреждающий знак. Это для тех, кто вдруг захочет заплатить. Ни в коем случае, внимание! Только бесплатный проход. В общем, первая достопримечательность – скульптура «Мыслитель» или «Сердце Тарханкута». Ну, что-то, наверное, важное. А вот то, что не видно из машины. Вся самая прелесть – это берег.
прошлый раз мы плавали на лодке. В этот раз проедемся на машине, посмотрим, насколько это вообще интересно и стоит ли. Зацените, кто это, интересно. Шевелится. Причем непонятно. Такое ощущение, что она ест либо сама себя, либо какую-то другую змею. Да, смотрите, походу она хотела съесть или хочет съесть своего сородича. Фу, какая противная. Ладно, не будем мешать, приятного аппетита. А это дайв-центр и кемпинг. Говорят, здесь отличные места для дайвинга. Но мы не дайверы, поэтому едем дальше. Вообще здесь довольно опрятно. Лавочки, урны. Территория, ну, мне кажется, хорошо облагорожена. Хотя на машине смотреть здесь как бы особо, наверное, и нечего. Ну, вернее, как, на лодке было бы круче. Мы в 2014 году плавали здесь на катере, и виды, конечно, более живописные. Обалдеть! Зацените, какой одуванчик. Первый раз вижу такие огромные. Рвать их нельзя, мы в национальном парке. Но для сравнения, вот смотрите, и это моя рука, он больше ладони. А это так называемая чаша любви. У нас любви и так хватает, поэтому обойдемся без купания. Папа, папа. У нас тут такая стояночка с видом на дельфинов. Здесь просто какое-то, наверное, дельфинье место. Да вон они выныривают вдалеке. Надо далеко-далеко смотреть. Где? Не видишь. Домой. Домой. Они домой поплыли? На. Смотри внимательней. Видишь? Хочешь, покажу прямо сейчас? Да. Вон он, дельфин. Это вот. Вон он. Но закаты здесь, конечно, потрясающие просто. Иногда возникает странное желание ехать. Вроде и место отличное, и погода. А кто-то внутри говорит: поехали, ну поехали дальше. Так и в этот раз. И вот мы уже мчим в сторону Симферополя. На улице ночь, сильный туман и огромная влажность, а у нас в машине тепло, сухо, спящий ребенок, кружка с горячим кофе и бесконечные разговоры с любимым человеком. Едем практически на ощупь. Слушай, в таком тумане я еще не ездил, мне кажется.
Огромная влажность, окна потеют снаружи. И ничего не видать. Несколько часов сна, и вот мы уже проезжаем столицу Республики Крым, Симферополь. Впереди нас ждет Белая скала или Аккая. Это одно из наших любимых мест в Крыму. Не сказать, что там что-то невероятное, но каждый раз, находясь там, мы чувствуем какое-то спокойствие и умиротворение. Это наше место. Иногда дороги оставляют желать лучшего. И, к сожалению, похоже, в нашей стране никто на это не может повлиять. Однако мы можем повлиять на подвеску нашего автомобиля и сделать передвижение, приблизить хотя бы к максимально комфортному. Одной из составных частей, как оказалось, очень важной, являются амортизаторы. Раньше я, как обычный нормальный человек, приходил в магазин и говорил: мне вон те вот синенькие нормальные? Продавец отвечал: пойдут. Я их брал. А еще с учетом того, что я особо неприхотливый, и поэтому, трясет и трясет, наверное, так и нужно. Еще перед прошлогодней большой поездкой на Дальний Восток мы установили себе амортизаторы Plaza TZ. И я скажу, что это реально тема. На самом деле, помимо того, что существенно увеличился комфорт передвижения, еще и повысилась за счет этого же скорость по пересеченке, по грунтовке, по плохой асфальтовой дороге. И это, пожалуй, единственное, что я могу сказать об этом. Говорить о каких-то раскачках, амплитудах, сцеплению с дорожным покрытием, еще о чем-то. Это, наверное, удел автомобильных журналистов, профессионалов. Я могу лишь сказать одно, что правильные амортизаторы — это реально круто. С ними движение на автомобиле становится гораздо комфортнее. Так что одно из немногих, что я могу рекомендовать в «Газели», это амортизаторы Plaza TZ. На автомобиле позволяет обедать вот с такими вот потрясающими видами. А с полноценным холодильником можно питаться как дома. Очень, конечно, красивые здесь места. Вид на Аккая просто супер. Даже не знаю, что лучше: снизу на нее смотреть или сверху. Вечером сходим погуляем и тогда посмотрим. Мы уже с Платошкой ушли так далеко от машины. Хотим с ним прийти вон к той пещерке. Да, пошли попробуем туда дойти. После того, как вчера увидели змею на дороге, если честно, немножко страшновато идти. Поэтому иду и высматриваю змей впереди себя, вместо того, чтобы любоваться красивыми видами. Ну вот, мы уже подобрались к пещере. Осталось подняться, да, Платон? Да. Ты сам-то заберешься? Папку-то мы не взяли с собой? Папа, мама. Папа работать остался. Самому придется идти. Пойдешь? Папа. Ну, в общем, Платон сказал, что все. Дальше он без папы не пойдет. Поэтому мы с ним спускаемся, идем обратно к машинке. Ну, а после хорошей прогулки, Платон, стоит подкрепиться, скажи. Да. У нас тут вид такой красивый. На скалу. В 2014 году мы поднимались на самый верх на автомобиле. Но сейчас движение транспорта не только наверх, но и вот вдоль скалы запрещено. Однако многих это не останавливает, и они все равно едут. Мы же предпочитаем соблюдать закон. Ну, стараемся, во всяком случае. Да и прогулка пешочком будет полезна и более интересна. Нам вот туда вот
Только пройти можно коротким путем, но он очень в крутую горку с Платоном как-то. Мы решили в обход где-то 2,5 километра, но зато прогуляемся просто в свое удовольствие. Давай. Не сам? А как? На шее? У кого? Папа, забирай. Кстати, если вам лень идти пешком в горку, то можно подъехать сразу наверх с другой стороны и пройти до края плато всего несколько сот метров по ровной дороге. А можно и наплевать на запрещающие знаки и подъехать на самый край на авто. Каждый сам выбирает свой вариант. Ну вот мы поднялись, осталось немножко до краю пройтись по прямой. Кстати, на знаках сюда запрещено даже на велосипедах. Уж на велосипедах-то почему? Странно, а здесь показывает, что можно на велике. Но я ведь точно помню, что внизу знак, на котором велик перечеркнут. Вон там внизу наша машинка. Дроны, пожалуй, не будем мы здесь запускать. Реально сильный ветер очень. Страшно. Очень нам понравилось устраивать пикники на вершине какой-нибудь горы. Да, вот это вот красота. Хотел все-таки поднять коптер, а потом думаю, нет, не буду я терять время. Лучше мы с Юлькой посидим, попьем кофейку и полюбуемся закатом. Насладившись несколькими днями, классными днями около скалы Аккаям, мы решили, что не поедем мы ни в какую Керчь. Достопримечательности все мы там уже видели. Если честно, то немножко устали. Сегодня мы выложили, вернее, она сейчас выкладывается, очередная серия. Правда, когда этот ролик выйдет, вы уже, скорее всего, ее все посмотрите. И мы решили немножко отдохнуть в дороге, потому что в дороге мы реально отдыхаем. Какая-то сумбурная и скомканная концовка выходит. Но как уж есть. И именно на этом заканчивается наше путешествие в Крыму. Мы мчим домой, готовиться к новым приключениям. Большое спасибо всем, кто подписывается, следит и комментирует наши видео. До скорой встречи!